Матушка природа наградила сибирские леса богатыми дарами. Осень, пора ягод и грибов. Произошла эта история с нами лет 15 назад. Поехали мы как-то с мужем Николаем рано утром за брусникой. Тот год выдался довольно урожайным на ягоду, поэтому после того, как мы наполнили все свои запасы на зиму, мы с Николаем решили подзаработать копеечку и пособирать брусники на продажу. Ездили мы достаточно далеко, примерно в 130 километров от дома. Путь держали по дороге, где проехать может только внедорожник. Часто ездили с ночевкой, спали в избушке, готовили на костре. Одним словом, романтика и уединение. Что еще нужно для влюбленной молодой парочки? На бруснике никого не было, изредка приезжали охотники и раздавались выстрелы. Скажу вам честно, столько брусники я еще никогда не видела. Ягоды свисали с кустов, как грозди винограда. Крупные, красные почти без листочков. Поднимая гроздачку, чувствовала вес. Приподняла комбайном, собрала, и все. Ведра быстро наполнялись. Азарт, жажда и наживы захлестывали меня с головой. Николай не любит, когда я в лесу исчезаю с поля видимости. Но это же не грибы, чтобы их искать. Тем более вокруг все усыпано брусникой. День уже клонился к закату, а мне все было мало. Я все продвигалась вперед, оставляя за собой ободранные кустики. Лесопосадка, где мы собирали бруснику, с одной стороны примыкала к дороге, а с другого края был глубокий овраг, окруженный деревьями. Так я и добралась до края оврага. Высматривая кустики, заметила, что по склону все усыпано крупной ягодой. Решила, что здесь и заполню свое ведро. Задумавшись, я даже не заметила, как спустилась на несколько метров вниз. Вырвал меня из мыслей какой-то странный звук. Кто-то скулил. Сразу возникла мысль, что это собака охотников. Но я подняла голову и впала в ступор. В 2 метрах от меня, выше по склону, стоял матерый, серый волк. Я так и застыла с этим комбайном в руках. Что же мне делать? Кричать, бежать или попробовать ласково поговорить? Сердце било такой ритм, что чечетку танцевать можно с таким стуком. Было такое чувство, что весь лес слышит стук моего сердца. В ушах звенело от страха. Полминуты мы просто смотрели друг на друга. Волк смотрел мне в глаза. Внимательно, без злобы, без оскала. Он словно сканировал меня своим взглядом. А я, как загипнотизированная, стояла полусогнутая и не шевелилась. Опять раздался скулёж. Жалобный, истошный, щенячий вой. Звук исходил снизу. Первая мысль – волчья стая где-то рядом. Теперь я точно помру, среди брусники и с комбайном в руках. Что-либо разглядеть за деревьями не смогла, да и чего туда смотреть, если меня сейчас съедят. Быстро обернулась обратно и чуть не упала назад. Лесной зверь находился уже в метре от меня. Так как он стоял выше по склону, его голова возвышалась над моей. Если у меня ранее возникали мысли поговорить с ним, то сейчас ком в горле стоял камнем, да и вряд ли бы он понял, что я от него хочу. Я поймала его взгляд. Вы когда-нибудь видели взгляд собаки, которую ругают? Этот жалостливый, потерянный взгляд с опущенными бровями. Господи, сколько же в них было боли, обиды, страха и мольбы. Эти глаза не говорили: «Ты моя добыча, прощайся с жизнью». Они молили о помощи. Волк переводил взгляд на деревья позади меня, где кто-то скулил. Я сделала шаг назад, зверь подорвался и побежал вниз. Я решила не мешкать и бежать вперед, страха у меня такого уже не было. Я обернулась. Зверь стоял внизу и смотрел на меня, делал несколько шагов и оборачивался. Он звал меня за собой. Мой мозг орал: «Беги, дура, и не оборачивайся». Но сердце мне не позволило уйти. Словно на ватных ногах я пошла за зверем. Из-за деревьев я потеряла волка из виду, но тут из травы выкатился мне под ноги шерстяной комок. Щенята. Это скулил выводок. Один волчонок застрял лапой между 2 толстыми ветками поваленного дерева. Видимо, крутился, стараясь выбраться, но еще глубже застрял и выбился из сил. Лапка была изодрана в кровь об сучок. Я начала его аккуратно освобождать, еще и кусается хулиган мелкий. Мать-волчица нервно ходила вокруг. Спустя минуту волчонок был на свободе. Малыш доковылял до мамки и скулил от радости,
когда она его облизывала. Отходя назад, я наблюдала, как мать уводит своих деток в чащу леса. Да, это была волчица. Но я почти уверена в этом. Мать ради спасения своего дитя попросила помощи у врага. Она рискнула всем, и слава богу, что мне хватило тогда ума и смелости пойти за зверем и помочь. Муж был в шоке. Сначала он отругал меня, почему не позвала на помощь, потом задумался. На следующий день мы узнали у охотников, что там было 4 взрослых волка, 2 застрелили, один из них самец, видимо, отец того семейства. Я лишь понадеялась, что мать волчица с детенышами уже далеко от опасности и сможет защитить своих детей от людей. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.